Знаете, меня не было несколько месяцев, просто работы много, сейчас не лето. Но я могу сказать, что отчетливо изменилось поведение прокуроров. Во-первых, они пришли вовремя. Практически вовремя. Во-вторых, прокурор Лахтин, который сегодня солировал, возникает ощущение, что он любуется собой. Да? Человек, который огрызается на судью, который, судья его призывает к порядку, потому что тот путает самые очевидные вещи. Он говорит, я говорю, как могу. Двигайте от меня все. Да? Который, не знает букв английского алфавита и на этом настаивает. И оговаривается 3 раза подряд, и потом его 3 раза подряд поправляют, он не воспринимает, а потом говорит, что я оговаривался, с таким чувством, что он имеет право оговариваться, допрашивать свидетеля. Это странно. И то, что мы сейчас видим, есть такой институт номинальный директор, он есть в России по отношению к офшорным компаниям, он предусмотрен законом российским. Понимаете, мне не очень нравится, мне лично все эти офшорные дела мне совсем не нравятся. Но есть законы Российской Федерации. Да, есть законы, которые мне не нравятся, но я их обязан выполнять как добросовестный гражданин. И, насколько я понимаю, сегодня господин Лахтин занимался тем, что пытался уличить свидетельницу в том, что она исполняла свои обязанности. Причем вопросы а где вы были 11 декабря 1998 года? Да, требование ответа на этот вопрос, понимаете, я думаю, что никто не вспомнит, что это было вообще за день недели. Все это очень странно, и это производит ощущение такого откровенного фарса. То есть у меня ощущение, что люди, которые начали это дело, инициировали это дело, они то ли утратили контроль за судом, за судебным процессом, то ли они по каким-то причинам не знают, что делать. И сторона обвинения получила приказ тянуть время. Поскольку оправдательных приговоров при путинской юстиции почти не бывает, как я понимаю, это не самый худший вариант развития событий. То, что правосудие... Знаете, я не юрист, но у меня ощущение, что стремление достичь истины здесь, в общем-то, не ночевало. Да, парламент не место для дискуссии, но с точки зрения некоторых государственных обвинителей суд, вероятно, не место для установления истины.